Привет и добро пожаловать в мой новый экзаменационный влог. Меня зовут Соня. Каждый раз я представляюсь по-разному, никак я не могу решить, как я буду себя называть. Но сегодня мы называем меня Соня. И я готовлюсь к 2 экзаменам, которые будут у меня написаны сегодня и завтра. Сегодня я пишу в 16:00 первый экзамен «Визуализировок», к которому сейчас я активно собираюсь готовиться и все повторять. И завтра в 8 утра у меня будет второй экзамен по предмету Introduction to Simulation. Между ними очень мало времени. Это, конечно, вообще не самый идеальный момент. Хуже него мне только кажется, когда экзамены буквально в один день, то есть, например, в 8 утра с 8 до 10, и потом с перерывом в час с 11 до часу. Такое может быть? Такого, слава богу, у меня нет. Так что я возьму вас с собой на такую мини-сессию в немецком вузе. Я учусь на факультете информатики, более конкретно в 5-м семестре. Это последние экзамены моего 5-го семестра, так что я на самом деле очень-очень хочу их сдать, потому что после этого начинаются каникулы. Предметы у меня на английском. На самом деле очень такой нестандартный формат, до этого все мои предметы были на немецком. И в этом семестре у меня буквально появились предметы, наконец-то, на английском. Их было целых 3 штуки. Поэтому вот эти 2, к которым я готовлюсь, они тоже на английском. Кстати, к этому экзамену у меня есть экзаменационный вариант, который экзамен прошлых лет, а более конкретно 2019 года. Так что я хотя бы, знаете, примерно могу посмотреть и представить, какие задания, какие вопросы будут спрашиваны на сегодняшнем экзамене, что вообще очень-очень полезно для подготовки. Время уже 11:35, я на свое удивление повторяла вот эту всю теорию 1,5 часа. Здесь как бы немного, как сказать, относительно много. Все они списаны с 2 сторон, но последнюю главу, получается, я выучила ее только 2 дня назад, и мне нужно было ее прям кардинально повторить. Вот, тем более на визуализации у нас практически только теория, там есть буквально одно практическое задание, поэтому теорию приходилось учить много, поэтому я еще раз это повторила. И сейчас у меня есть еще, амбициозно говоря, так 2-3 часа я хочу поделать задание из предыдущего вот этого вот экзамена и проверить 2 задания, где, во-первых, я не знаю ответ, или я еще не уверена. Вообще, честно сказать, я вот стою, жду свою курицу и понимаю, что мне уже даже практически повторять нечего. То есть, да, я много что повторила, провела, кстати, за этим сейчас 3,5 часа, но вот что мне еще дополнительно учить, непонятно, потому что вроде бы как я все выучила, у меня было на подготовку к вот этим вот 2 экзаменам в общей сложности 1,5 недели. В принципе, я неплохо разделила, что у меня был 1 день подготовка к одному экзамену, потому что очень удобно, что у меня экзамены в разные дни, но и вот давать себе такой большой промежуток между ними тоже не имело смысла, потому что экзамены у меня буквально с разницей меньше, нет, она больше, чем 12 часов, но это 12 часов ночи, которые мне практически ничего не принесут. Вот, поэтому сейчас я понимаю, что мне повторять уже практически нечего, но вы знаете, я не могу сидеть и расслабиться, то есть я не могу включить себе сейчас ютубчик и сказать: все, смотрим влоги. Нет, потому что у меня будет какие-то моральные угрызения совести, что я могла бы что-то учить сейчас или повторять, а я не буду повторять или не повторяю в этот момент.
Вот почему, когда я сижу в пижаме, вот это вот не происходит. Тут 100% можно увидеть, что майка совершенно не глаженная, но, как говорится, она распрямится точно за 2 часа, и плюс у меня есть вот это вот. Плюс я вижу, что зеркало тоже грязное. Короче, мы все понимаем, что мы не идеальны, поэтому не осуждайте меня за это. Впервые за 2,5 года обучения я решила законспектировать лекции вот таким образом, что они были прям у меня разобраны все по каждой лекции, в общей сложности их 11. И это, конечно, дало мне невероятнейшее понимание, потому что информации было очень много. И я думаю, почему я так не делала до этого, а потом меня осенило. Большинство экзаменов до этого у меня были практические. И там вот так вот законспектировать это все могло бы принести мне какую-то пользу только на первых порах. А это один из первых, таких сказать, экзаменов, который только на теоретической основе, то есть там 95% теории. Теперь у меня есть час, я засяду на диванчик. Смотрите, у меня есть здесь киндер-пингвино. И буду повторять. Ребята, у нас 13 градусов сейчас. Я в кроссовках. Впервые за этот год, в принципе, февраль. Сегодня какой 25 февраля. 13 градусов. Народ ходит в майках. Я тоже вот зачем-то нацепила на себя осеннее пальто. Я вижу своего собрата по мучениям. Катя идет писать экзамен вместе со мной. Кажется, она немножко недовольна, что я ее снимаю, но я предупредила, что сегодня у нас будет съемка. Здравствуйте! У-ху! Как у тебя дела? У тебя ногти накрашены, ты красотка. Я всегда красотка. Да. Посмотрите, у нас резко за 2 дня выросли подснежники. А это, кстати, вот наш корпус, в котором мы сейчас и собираемся писать. Ganz unten. Two hours later. Ката собирается покупать еду, как обычно, после экзамена. Я сейчас пойду гулять по району, мне нужно стресс сгонять. А я пойду домой учить дальше для следующего экзамена завтра в 8. Угу, поэтому мы обе пишем в 8 утра. О, ну это, конечно, вообще был экзамен. При этом я вам до этого рассказывала, типа, там 95% теории, ля-ля-ля. Так было в 2019 году. В 2026, блин, я вообще офигела. Там было 60%, наверное, теории, 40% заданий, которые были такие, типа, креативные. Нарисуйте такую хистограмму, придумайте вот так вот это визуализировать, придумайте все, придумайте то. Короче, и при этом это все за 2 часа с тем, чтобы писать. Там было достаточно тоже много теории, она была объемная. В итоге я, конечно, не могу вам доказать, но у меня квадратный палец был под конец. Вы знаете, когда ручку держишь? И, короче, я даже не успела дописать до конца, потому что просто настолько много было всего, что я думаю, блин. Поэтому вангую, что, в принципе, оценка может быть что-то между 2.0 и 4.0. Я думаю, я сдала. Но, конечно, такой риторический хороший вопрос, насколько я сдала. У нас есть золотая традиция, перед экзаменами есть пасту с песто. Я решила добавить немножко лучка, как вы видите. Макс не будет писать экзамены, поэтому ему не нужна вот эта паста. Песто здесь есть, но оно красненькое. Время 21:19. Самое время начать повторять к следующему экзамену на
Introduction to Simulation. У меня вообще здесь очень большой файл, поэтому я планирую получить его где-нибудь до 10 и потом уже пойти лечь спать. Потому что это не просто файл, это еще и все возможные ответы и дополнительные теоретические какие-то мои пометки к экзамену, и не только, и вообще просто сборная солянка, поэтому здесь в общей сложности 47 страниц. Там у меня, конечно, большой шрифт, но все равно. О, время просто безбожное. Сейчас у меня 6:33 на часах. Обычно в это время я еще вижу 5-й сон и сплю просто без задних ног. В общем, короче, у меня здесь есть, как обычно, плед, потому что я проветрила, с утра. Хотела я пить Red Bull, подумала, типа, классно, смотрите, Red Bull. Они должны мне доплачивать во время сессии 100%, но потом подумала, нет, я все-таки раба традиции, нужно выпить вот это вот маленькое ведро кофе. В общем, у меня есть сейчас минут так 40 все это повторить. Во-первых, надо повторить все вот эти вот формулы, потому что этот экзамен, он, я бы сказала, так 50-50 точно практически, и так как мы знаем задание наперед, я знаю, какие формулы мне нужно выучить. На дворе 26 февраля, а я надела себе рождественские носки. Ну что я вам могу сказать? Все бы контрольные хорошо так проходили. Я даже в итоге сдала на 15 минут пораньше, потому что, все. Я сделала, 2 раза перепроверила. Там у нас было такое, типа, бланк ответов, где нужно было замалевывать квадратики. Вот по ощущениям я минут 20 только малевала. Ну, короче, результаты будут в Явангуе сегодня. И мое предсказание, возможно, 2.0, в худшем случае 3.0, но я думаю, возможно, даже лучше чуть 2. Но вот говорю, самый-самый худший будет 3.0. И еще один самый классный момент, который я только что сейчас поняла. В университет в следующий раз мне нужно только в апреле, потому что у меня больше нет экзаменов в марте. Февраль, получается, заканчивается, и только на 2-й неделе апреля я вернусь сюда. Тут, кстати, что-то опять чинят, какую-то крышу опять репарируют. Господи, боже мой, все время какая-то стройка. Знаете, у меня такое ощущение, что как будто я из тюрьмы вышла. Я 26 дней, каждый день по минимум 5, а то и 8 часов готовилась к экзамену. Я не видела божьего света, кроме из окна. А сейчас мало того, что прекрасная температура в эти дни, так я еще просто, я не знаю, у меня такая свобода. Я сейчас даже думаю, господи, чем заняться? Мне кажется, снимать влоги экзаменов — это интересно, но еще интереснее снимать влоги после экзаменов, потому что у тебя такой спектр вообще дел, столько возможностей, особенно если тебе не нужно готовиться мне к экзаменам в марте. Это, конечно, очень развращает, поэтому я, как видите, пошла гулять. У нас еще не повылезали ландыши по всему парку, но я ожидаю, я их жду. Собственно, я, видите, ловлю. И вот у меня аж тут это периферия. Я думаю, господи, можно сейчас пойти полчаса погулять по парку, потом сходить в столовую, взять оттуда еды, прийти домой, расслабиться и просто и делать все, что мне хочется. Итак, сегодня на барабане у нас сектор гньоки. Есть еще куриная грудка, какая-то фигня, вот это вот дополнительная. И стоит все это, кстати, 4,20. Безбожно дорого. Время 15:55, как я и предсказывала, а результаты по экзамену, который был сегодня, выложили. Вам помните мои, да, предсказания? Я говорю, оптимистичненько 2.0.
1.3. 1.3. My God! Не сдало 16 человек. Со мной, значит, в верхней категории находится 32. При этом у этого же самого профессорши на самом деле, тот же предмет, который я писала у нее, тоже был 1.3 у нее. Это золотой стандарт. Друзья, всем привет! Это София из будущего. Вы, наверное, как и я, ждете результатов моего самого первого экзамена по визуализации. И вы не поверите, я тоже их жду. Прошло уже 1,5 месяца, мы сейчас в прекрасном Лиссабоне, и мне нужно выкладывать этот влог уже на следующей неделе, но результатов все еще и нет, и, скорее всего, в марте не предвидится. Поэтому я не хочу заканчивать этот влог на повисшей ноте. Результаты, моя реакция будет в комментариях. Если вы досмотрели до этого момента, большое вам спасибо. Поставьте этому видео, пожалуйста, лайк. Если вы не подписаны и вы не против подписаться, то, пожалуйста, я буду только рада, если вы присоединитесь к нам. И, конечно же, как вы могли уже догадаться, следующая парочка влогов будет у нас travel style, потому что мы до этого были в Порту, а сейчас в Лиссабоне. На этом я заканчиваю это видео. Большое-большое всем спасибо еще раз, что досмотрели. Мы увидимся с вами в следующих видео. Всем до скорого и пока!